Появилось свободное время, а потому нужно чем-то заняться. Сегодня я буду чистить клапан EGR. Примерно год назад я уже его чистил. Но так как конструктивно этот клапан располагается в горячей части мотора, то со временем на нем образуется масляно-сажевый нагар, который периодически нужно убирать. И как практика показывает, чем больше пробег у мотора, тем чаще нужно это делать. Кто-то может задаться вопросом, откуда в системе подачи воздуха берется масло? Ответ прост. Картерные газы, которые из мотора, проходя фильтрующий элемент в клапанной крышке, через патрубок, который, кстати, мне нужно заменить, попадают с основной массой воздуха обратно в камеру сгорания. Так как на больших пробегах у мотора увеличивается давление этих самых картерных газов, да и фильтр в клапанной крышке со временем может не справляться со своей функцией, то из-за этого пары масла из картерных газов, проходя по воздушным патрубкам, оседают на горячих стенках впускного коллектора, клапане EGR и дроссельной заслонки. Короче, я хочу сказать, что нужно очистить этот клапан, не дожидаясь ошибки в работе двигателя. Заранее нужно снять плюсовую клемму с аккумулятора во избежание проблем. Начинать разборку нужно с верхней части корпуса воздушного фильтра. Ничего сложного. Все действия как при обычной замене фильтра. Но вот только в процессе я заметил, что основание корпуса фильтра подозрительно болтается. Как оказалось, когда мне меняли прокладку выпускного коллектора, мастер на сервисе Bosch просто поленился правильно установить его обратно. Корпус держался на одном креплении, которое они тоже как-то умудрились сломать, а в резиновые втулки просто не закрепили. Как говорят в таком случае, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Клапан EGR достается просто. Достаточно открутить 3 болта под шестигранник. Отсоединил проводку от EGR и дроссельной заслонки, а также патрубок. В патрубке есть масляный налет, но это нормально. Дроссельная заслонка держится на 2 болтах. Снимать немного неудобно, но ничего критичного. По состоянию, как по мне, все в пределах нормы, учитывая, что последний раз я ее чистил приблизительно 35 тысяч километров назад. Вынимать клапан нужно осторожно, чтобы крупные куски сажи не попали в выпускной коллектор. Показываю клапан. Есть сажа, но опять же, исходя из конструктивных особенностей этого двигателя, сажа на EGR будет в любом случае. И в зависимости от состояния и пробега автомобиля, ее будет больше или меньше. Также покажу состояние засоренности внутри выпускного коллектора. По-хорошему чистить нужно и его. Но вот только это займет много больше времени. Поэтому я пока не буду это делать. Данную трубку охладителя можно и не снимать. Она не сильно подвержена закоксовке сажей. Дальше я все механическим путем вычищал. Показываю результат. На все 100% убрать сажу у меня не вышло. Но это и не обязательно. Собираю все в обратном порядке.
В этот раз уже нормально устанавливаю корпус воздушного фильтра. Также я обнаружил, что после поездки в сервис отсутствует крышка от фары. Конечно, я мог потерять ее по дороге, но это очень странное совпадение. И напоследок я заменил лопнувший патрубок картерных газов. В заключение я хочу сказать, что на всю работу у меня ушло 2 часа. Чистящие средства у меня уже были, и потратил я только 50 евро на новый патрубок картерных газов, которые можно не брать в учет, так как это не относится к чистке EGR. Двигатель заработал лучше, но в моем случае это больше из-за нового патрубка, так как старый пропускал воздух. Конечно, я задумываюсь над тем, не заглушить ли мне EGR, но пока не решился. Если кто уже заглушил EGR на своем автомобиле, прошу поделиться опытом. А на этом все. Всем пока.